Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о том, как правильно мыть пол, чтобы не лишиться удачи и денег в своем доме и в своей жизни. Обязательно досмотрите это видео до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кому вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Пусть они также знают эту ценную и важную информацию. Вы знаете, народные приметы, суеверия, они хранятся и передаются из поколения в поколение. Мы можем верить в них или нет, но сами того, возможно, иногда не осознавая, соблюдаем определенные правила, которые дошли до нас из глубины веков. Особенно мы стараемся следовать народным советам, которые связаны с уборкой и мытьем пола в доме. И вот соблюдение этих нехитрых мудростей принесет в ваш дом счастье, удачу, защитит от неприятностей, болезней и всевозможных бед. Наши предки считали, что мыть пол нужно только в светлое время суток. Лучше всего, если вы это будете делать до обеда. С рассветом просыпаются добрые духи и помогают нам людям в делах и защищают наш дом. Мытье полов в вечернее или ночное время лишает дом счастья и сулит бедность. К тому же, после заката солнца, когда властвуют силы тьмы, в дом проникают злые сущности, приносят в семью ссоры, болезни и неприятности. А ночью душат обитателей дома, двигают, например, мебель или бьют посуду. Возможно, вы не замечали такое или не придавали этому значения. Далее, друзья, день недели также имеет важное значение при уборке и мытье полов. Для каждого дня недели были свои правила. В понедельник никогда не планировали серьезных дел и не принимали никаких решений, потому что уборка в этот день принесет множество проблем, принесет нищету, отвернет удачу и благополучие. Мытье полов в пятницу всегда сулило денежные потери и неприятности любого рода. Нельзя начинать серьезные дела в этот день, потому что они просто для вас обернутся неудачей. Также обращаем внимание, занявшись уборкой в пятницу, есть риск приобрести врагов и недоброжелателей. А вот вторник, четверг и суббота, прямо запишите себе эти дни, вторник, четверг и суббота, это отличные дни для генеральной уборки. В среду можно сделать просто легенькую уборочку, а в воскресенье всегда оставляйте для семьи, для отдыха, для саморазвития. Об отдыхе на 7-й день говорилось еще и в Библии, поэтому давайте вместе с вами не будем нарушать эти традиции. Кроме того, провожая близких людей, любимых людей, дорогих вам людей в дальний путь, наши прародители знали, что не надо затевать уборку после их отъезда. Убирали только в тот день, когда уехавший прибыл на место. Считалось, что это делает дорогу легкой и безопасной и отводит несчастье от родных людей. Вы знаете, даже я в свое время помню, когда еще была достаточно маленькой, не было мобильных телефонов, не было связи, были, помните, еще такие дисковые телефоны. И когда мы уезжали от бабушки, бабушка всегда говорила: «Я жду от вас звонка». Мы, когда были маленькие, мы не понимали, для чего она всегда говорила. И мама всегда, приезжая в другой город, всегда бежала звонить бабушке и говорить о том, что мы уже приехали домой и у нас все в порядке. И один раз я осталась у бабушки, и бабушка опять говорила моей маме, что пожалуйста, позвони мне. И мама в очередной раз позвонила. Но родители очень долго добирались, потому что между родителями и бабушкой достаточно было большое расстояние в передвижении. И что самое интересное,
оставаясь у бабушки, я заметила то, что бабушка в этот период ничего не делала ни по дому, ни по огороду. И потом со временем до меня, как говорится, прошло период, опыт, и со временем я только осознала, что бабушка ждала не просто так звонка, а чтобы понять, что она уже может убирать в доме, заниматься огородом. То есть вот настолько наши бабушки, наши прадеды, да, соблюдали вот эти народные приметы. Возможно, они не понимали, но из поколения в поколение это объяснялось и говорилось. Ну, если у вас неприятные гости пришли к вам, это нежелательные, и вы после ухода ощущаете слабость, возможно, недомогание, вы в каком-то находитесь в таком вот нехорошем состоянии, то сразу необходимо протереть пол. И таким образом вы отвадите этих людей от порога и очистите помещение от плохой энергии. Почему именно так? Потому что вода обладает удивительными свойствами сохранять информацию и очищать от негатива, порчи и глаза. Обращаем ваше внимание, что после выноса покойника всегда тщательно убирали в доме. И это до сих пор осталось в деревнях и в селах. И этот ритуал проводился неспроста. Начисто вымывая пол, родственники провожали усопшего в мир иной, и где его душа обретала покой, а место в мире мертвых и не беспокоило живых. Таким образом смывалась энергия боли, утрат, смерти и болезней. По народным приметам не стоит мыть пол или даже подметать в гостях. Не думайте, что помощь в чужом доме – это благо. Вместе с выполнением работы вы берете на себя весь негатив этого дома, беды и неприятности. А вот взамен вы оставляете энергетическую дырку, в которую уходит удача, счастье и благополучие хозяев дома. И это даже можно расценивать как разрыв энергетической защиты дома, что приводит к неприятным последствиям как для хозяев, так и для гостя. Чем же мыть пол? Достаточно много различных рассуждений, советов дается. Давайте мы обсудим этот момент. Вы знаете, нам с вами жалко порой выкидывать какие-то старые вещи, и, конечно же, мы им ищем применение в быту и в основном в уборке. Но, вы знаете, народные приметы предостерегают от этого нас. Моя пол старыми вещами, мы стоим на месте в своем развитии, пережевываем одни и те же конфликтные ситуации, и происходит застой в работе и в отношениях. Также это лишает благополучия и удачи и вносит раздор. Не рекомендуется мыть пол полотенцем, потому что это может нанести урон финансовому положению и посеять вражду между домочадцами. Даже наши бабушки говорили, что полы полотенцем мыть, деньги из дома вымывать. Особенно не стоит использовать полотенце в уборке незамужним девушкам. Считалось, что в течение 9 лет ей не видать замужества. А вот для привлечения в дом финансового благополучия народная мудрость советует сделать даже денежную водичку. Можно просто добавить корицы или взять 27 рублей монетками. Число 27 – это магнит для удачи и богатства. Также вы можете использовать несколько капель эфирного масла лимона, апельсина или корицы. И это усилит эффект, так как аромат цитрусовых, корицы и пачули привлекают деньги. Монетки можно промыть в соленой воде, и это нейтрализует отрицательную энергию. Также вы можете вымыть пол с водой с добавлением соли для очищения помещения от негатива.